Красивейшая салфетка для сервировки стола крючком. Все видео этого мастер-класса вы найдете по ссылке в закрепленном комментарии и в описании под этим видео. И я покажу, как вязать каждый ряд. Всем привет, мои дорогие, с вами Эд и добро пожаловать на мой канал. Для вязания такой салфетки я использовал крючок 3 мм. И я вязал ее вот таким хлопковым шнуром. Толщина этой пряжи в 100 граммах 150 метров. Я не уверен, что такую пряжу можно найти в странах СНГ, потому что я живу за границей. Но вы можете вязать абсолютно любой пряжей. Главное, чтобы это был стопроцентный хлопок. Потому что хлопок после блокировки лучше держит форму. В диаметре у меня такая салфетка получилась 36 сантиметров. И в ней всего 20 рядов. По завершении работы все свои салфетки я всегда блокирую. Как я это делаю, вы можете посмотреть по ссылке в описании к этому видео. Если у вас нет большого опыта в вязании, то на моем канале вы можете найти плейлист под названием «Уроки вязания крючком», потренироваться, а уже потом приступать к этому или какому-то другому мастер-классу. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, кладу вот так на палец, оборачиваю и здесь впереди скрещиваю, сзади придерживаю. Теперь вставляем крючок под первую нить. Цепляем вторую и вытаскиваем ее. У нас здесь образуется вот такая петелька. И теперь в эту петлю нам нужно протянуть рабочую нить. Вот так крючком назад цепляем нашу рабочую нить. У нас сейчас на крючке вот получилось 2 петли. Мы их вот так пальцем придерживаем, а другие пальцы из кольца вытаскиваем. Аккуратно, чтобы ничего не развалилось. И теперь придерживаем вот так наше кольцо. И теперь протягиваем эту нить в нашу петлю. И вот так затягиваем. Все, вот готово наше кольцо амигуруми. Теперь в это кольцо нам нужно провязать 14 столбиков с одним накидом. Первый столбик мы заменяем 3 воздушными петлями подъема. Но у нас уже здесь есть одна вот такая петелька, я ее посчитаю как за одну петлю. Получается, я сделаю еще 2 воздушные петли. Раз, два. Вот у меня получился первый столбик с одним накидом. Еще в это кольцо нам нужно провязать 13. Выполняем накид, крючок вставляем в кольцо, цепляем нить и провязываем столбик с одним накидом. Опять накид и в это же кольцо опять столбик с одним накидом. Накид и столбик с одним накидом. И таким образом, вот смотрите, я провязал 4 столбика. Раз, два, три, 4. Всего нужно 14, то есть еще 10 столбиков. Сейчас провязываем самостоятельно в кольцо всего вместе с этими 14 столбиков. Если вдруг у вас места здесь будет не хватать, вы немножечко вот так за вот этот хвостик вот так затягиваете аккуратно. И у нас освобождается место, и мы продолжаем вязать. Все, провязываем сейчас 14 столбиков с накидом. Итак, вот я провязал всего 14 столбиков, считаю вместе с вами. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14. Это наши воздушные петли подъема. Теперь возвращаю крючок в петлю. И за вот этот хвостик мы аккуратно тянем и затягиваем все столбики вместе в кольцо. Чересчур не перетяните, чтобы вдруг случайно не оборвать нашу нить. И теперь вот этот хвостик я вот так сверху рабочей нити кладу вот туда назад. И теперь крючок вставляем в третью воздушную петлю подъема. То есть вот у нас тут узелок маленький, потом вторая и третья петля. В нее вставляем крючок и провязываем соединительную петлю. Таким образом мы вот замкнули вот между этими столбиками вот эту рабочую нить. Таким образом наш первый ряд завершен. Теперь приступаем ко второму ряду. В этом ряду мы будем делать прибавку в каждый столбик. То есть в каждый столбик нам нужно будет провязать 2 столбика с одним накидом. Сейчас вот этот хвостик я назад возвращаю и буду вот так прокладывать под столбиками второго ряда, замыкать, прятать. Она у нас там замкнется и никуда не денется. Сейчас выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Накид
И сюда же, в этот же столбик, то есть в воздушные петли подъема, мы вставляем крючок сюда же и провязываем еще один столбик с одним накидом. То есть провязали 2 столбика в один. Теперь накид в следующий столбик. Также 2 столбика провязываем. Раз. И 2. Опять накид в следующий столбик. Также 2 столбика. При этом вот этот хвостик у меня вот там, я его прячу под столбиками. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. В каждый столбик провязываем 2 столбика. Получается, у нас всего должно быть 28 столбиков с одним накидом. Провязали второй ряд до конца, выполнили в последний столбик 2 столбика с одним накидом. И теперь соединяемся в третью воздушную петлю подъема просто соединительной петлей. И таким образом мы будем соединяться практически на протяжении всей нашей работы. Если вдруг что-то изменится, то я обязательно скажу. Теперь приступаем к третьему ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Выполняем прибавку в следующий столбик. Накид. Вот в следующий столбик вставляем крючок и провязываем в него 2 столбика с накидом. Первый. И второй. 1 столбик с одним накидом в следующий столбик. 2 столбика в следующий. И так мы чередуем 1 столбик, 2 столбика, 1 столбик, 2 столбика. То есть получается, если мы начали вязание с одного столбика, а потом у нас было 2, получается, мы закончим вязание, у нас здесь будет 2 столбика. И то есть весь ряд у нас чередуется 1, 2, 1, 2. Сейчас 1, потом 2. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Провязали третий ряд до конца, выполнили в последний столбик 2 столбика и соединились в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. И в этом ряду у нас должно получиться 42 столбика. То есть у нас с каждым рядом прибавляется по 14 столбиков. Если в первом ряду у нас было 14, потом 28, потом 42, в следующем ряду у нас уже будет 56 столбиков. Теперь приступаем к четвертому ряду. Сейчас в этот первый столбик нам нужно сделать прибавку. Выполняем первый столбик, 3 воздушные петли подъема, накид и столбик с одним накидом сюда же, в этот же столбик. То есть в воздушные петли подъема предыдущего ряда. Все, выполнили прибавку. Если в предыдущем ряду у нас чередовалось 1 столбик, 2, 1, 2. Здесь чередуем. Вот мы 2 столбика провязали, теперь 2 одинарные. В следующий столбик 1. И в следующий также 1. Теперь выполняем прибавку в следующий столбик. Раз. И 2. Теперь 2 одинарных столбика. Раз. И 2. И в следующий у нас идет прибавка. То есть обратите внимание, мы делаем в этом ряду прибавки в тот столбик, который у нас был один в предыдущем ряду. То есть вот, смотрите, сейчас вам покажу. У нас было 2 столбика, 1, 2, 1. И вот мы в этом ряду делаем прибавки в тот столбик, который у нас был 1. А те столбики, которые у нас была прибавка, мы в них просто вот так по одному провязываем. Все, и таким образом вот чередуем. Вот мы провязали 2 столбика вместе, 2 отдельно. Прибавка, 2 отдельно. Прибавка, сейчас 2 отдельно, потом прибавка, 2 отдельно. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. То есть, если сейчас мы первый столбик, точнее в начале ряда мы сделали прибавку,
то в конце у нас получится, что мы сделаем 2 одинарных столбика и соединимся в третью воздушную петлю подъема. Провязали 4 ряд до конца. Вот в конце я выполнил прибавку, и затем у меня идет 2 столбика просто подряд по одному, и я соединился в третью воздушную петлю подъема просто соединительной петлей. Теперь приступаем к 5 ряду. Сейчас мы выполняем 3 подряд столбика с одним накидом просто по одному. Первый столбик мы заменяем 3 воздушными петлями подъема. И затем провязываем еще 2 столбика в каждый из следующих двух. Вот в следующий столбик вставляем крючок, провязываем столбик с одним накидом. Затем столбик с одним накидом в следующий столбик. То есть обратите внимание, вот мы провязали 3 столбика, значит в следующий столбик мы делаем прибавку, потому что вот у нас сначала было вот всего столбиков 14, потом мы делали прибавки в каждый, потом мы делали прибавки, чередовали с одним, то есть прибавка 1 столбик, прибавка 1 столбик. В предыдущем ряду мы делали прибавка 2 столбика, прибавка 2 столбика. В этом ряду мы делаем прибавка 3 столбика, прибавка 3 столбика. Вот мы 3 столбика провязали, значит в следующий выполняем прибавку. Вяжем 2 столбика. Вот провязали 2 столбика в один. Затем выполняем 1, 2, 3 столбика просто по одному. Накид и провязываем. 1, 2 и 3. Провязали 3 столбика одинарные просто. В следующий выполняем прибавку. 1, 2. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Вот мы провязали сейчас прибавку, получается сейчас у нас 3 одинарных, прибавка, 3 одинарных, прибавка. И так как мы начали ряд, просто у нас было 3 столбика, получается мы закончим ряд, у нас будет прибавка и соединимся в воздушную петлю подъема соединительной петлей. Провязали 5 ряд до конца, вот в конце я выполнил последнюю прибавку и соединился в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. 6 ряд. Сейчас выполняем 1 столбик с одним накидом. То есть сейчас у нас 3 воздушные петли подъема. Вот так выполнили столбик. Теперь в следующий столбик выполняем прибавку. То есть вяжем 2 столбика. Если в предыдущем ряду у нас между прибавками мы вязали 3 столбика, в этом ряду вяжем 4 столбика. Вот мы сделали прибавку, и теперь 4 подряд столбика просто по одному. 1, 2, 3, 4. Раз, два, 3 и 4. Затем в следующий столбик мы уже выполняем прибавку, то есть вяжем 2 столбика. 1 и 2. Теперь у нас опять 4 столбика подряд. 1, 2, 3, 4. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Чередуем 1 прибавка и 4 столбика подряд. 1 прибавка и 4 столбика подряд. И так как мы ряд начали просто с одного столбика, а потом у нас была прибавка, получается мы закончим ряд 3 столбиками подряд. Так, здесь я провязал прибавка 1, 2, 3, 4. И вот здесь мы ряд начали, у нас был 1 столбик и прибавка. Так как у нас между прибавками 4 столбика, у нас получится, что мы в конце ряда довяжем еще 1, 2, 3 столбика по одному. И вот здесь у нас будет прибавка. Вот так прибавка. 1, 2, 3 столбика. Получается всего будет 4 вместе с первым. И соединимся в воздушную петлю подъема соединительной петлей. Итак, вот я провязал 6 ряд до конца. В конце у меня получилась вот прибавка. Затем 3 столбика в самом конце. И соединился в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. И в этом ряду у нас должно получиться 84 столбика. 7 ряд. Сейчас нам нужно провязать 5 подряд столбиков с одним накидом.
Первый столбик мы заменяем 3 воздушными петлями подъема. Это первый столбик, и теперь выполняем накид и провязываем еще 1, 2, 3, 4 столбика просто по одному с одним накидом. 1, 2, 3 и 4. Вот, всего провязали 5 столбиков. Теперь в следующий столбик выполняем прибавку. То есть вяжем 2 столбика в один. Первый и второй сюда же. Все, выполнили прибавку. Теперь у нас идет 5 подряд столбиков просто по одному. 1, 2, 3, 4, 5. И в следующий столбик выполняем прибавку, то есть вяжем 2 столбика. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца, чередуем 5 столбиков по одному и прибавка. И в конце ряда у нас получится, что мы сделаем прибавку и соединимся с первым столбиком. Провязали 7 ряд до конца, вот в конце я выполнил последнюю прибавку и соединился в воздушные петли подъема. Приступаем к 8 ряду. Сейчас нам нужно провязать 3 одинарных столбика с одним накидом. Выполняем первый столбик, 3 воздушные петли подъема и столбик с одним накидом в каждый из следующих 2 столбиков. 1 и второй столбик. То есть вот всего 3 столбика провязали. В следующий столбик выполняем прибавку. То есть вяжем 2 столбика. Провязали прибавку. Теперь выполняем 6 подряд столбиков по одному. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой. Вот у нас была прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь в следующий столбик мы выполняем прибавку, то есть вяжем 2 столбика. 1 и второй столбик сюда же. Все, затем у нас идет опять 6 подряд столбиков. То есть в этом ряду мы чередуем прибавка 6 столбиков, прибавка 6 столбиков. И так как мы в начале ряда начали, у нас просто 3 одинарных столбика, получается в конце у нас тоже будет здесь вот так прибавка. 1, 2, 3 столбика по одному и соединимся в третью воздушную петлю подъема. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 8 ряд до конца, выполнили последнюю прибавку. В самом конце у меня 3 одинарные столбика, и я соединился в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. Теперь приступаем к 9 ряду. Этот ряд мы просто обвяжем столбиками без накида, без прибавок. Сейчас выполняем 1 воздушная петля подъема, и сюда же в этот же столбик, то есть в воздушные петли подъема, мы провязываем столбик без накида. В следующий столбик также столбик без накида. Столбик без накида в следующий столбик. И таким образом провязываем ряд до конца. Мы просто в каждый столбик провязываем по одному столбику без накида. Вот так. Вяжем так ряд до конца. И всего у нас должно получиться 112 столбиков без накида. И теперь нам нужно соединиться с первым столбиком соединительной петлей, но мы соединяемся только за переднюю половинку. То есть вот у нас столбик состоит из 2 половинок, и мы соединяемся только за переднюю соединительной петлей. Вот так. А заднюю половинку, чтобы ее не потерять, она нам пригодится в следующем ряду. Я ее отмечу маркером
Вот так. Но это делать не обязательно, вы можете просто запомнить, что там есть эта петля. Все. И вот таким образом наш 9 ряд завершен. Теперь приступаем к 10 ряду. Выполняем 1 воздушная петля, соединительная петля за переднюю половинку следующего столбика. То есть вот у нас идет следующий столбик, и за переднюю половинку мы вставляем крючок и провязываем соединительную петлю. Опять 1 воздушная петля, соединительная петля за переднюю петлю следующего столбика. Опять 1 воздушная, соединительная за переднюю следующего. 1 воздушная, соединительная за переднюю петлю следующего столбика. И таким образом провязываем ряд до конца. 1 воздушная петля и соединительная петля за переднюю половинку следующего столбика. Вот так у нас получается. Вяжем таким образом ряд до конца. Итак, провязали 10 ряд до конца. Вот я выполнил здесь последнюю соединительную, последнюю воздушную петлю. И у меня остается последний самый столбик без накида. Я в него также выполняю соединительную петлю, 1 воздушная петля. И теперь мы соединяемся с первой соединительной петлей. Она у нас вот она. Мы соединяемся следующим образом. Сейчас вот так немножко петлю мы вытягиваем, вытаскиваем крючок. И в эту самую первую соединительную петлю мы вставляем крючок сзади наперед. Вот так, прям между вот этими нашими косичками. Вот так. Теперь цепляем вот эту нашу рабочую петлю и протягиваем ее назад. Все. И немножечко можно вот так подтянуть. Все, таким образом наш 10 ряд завершен. Теперь приступаем к 11 ряду. Этот ряд мы будем вязать за задние стенки столбиков 9 ряда. То есть вот 10 ряд мы вязали за передние стенки петли, а этот ряд вот за задние. Вот это самая первая петля, которую я отметил, это получается у меня самый первый столбик 9 ряда. Я вытаскиваю сейчас маркер и в эту петлю, то есть это самый первый столбик 9 ряда, я выполняю сейчас соединительную. Вот так. Все. Теперь уже мы приступаем к 11 ряду. Выполняем 1 воздушная петля подъема. И сюда же, за эту же заднюю петлю, мы выполняем столбик без накида. То есть мы выполнили столбик без накида в самый первый столбик без накида 9 ряда. Теперь выполняем столбик без накида в следующий столбик, также вот за заднюю петлю. Столбик без накида в следующий столбик за заднюю петлю. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Выполняем в каждую заднюю петлю столбика 9 ряда по одному столбику без накида. И этих столбиков у нас также должно получиться 112, точно так же, как и в 9 ряду. Провязали 11 ряд до конца. Вот я выполнил последний столбик без накида, и он у меня получается вот в последний столбик без накида 9 ряда. И теперь мы просто соединяемся с самым первым столбиком без накида соединительной петлей. Вот так. То есть вы можете пересчитать, должно быть 112 столбиков без накида. Теперь приступаем к 12 ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Еще 2 воздушные петли, как арка. Накид. Следующий столбик мы пропускаем, и в следующий мы провязываем столбик с одним накидом. 2 воздушные, накид, 1 столбик пропустили, и в следующий столбик с одним накидом. Опять 2 воздушные, столбик с одним накидом, вот следующий пропустили, и в следующий столбик с накидом. И таким образом провязываем ряд до конца. 1 столбик пропускаем, и в следующий выполняем столбик с накидом. И между всеми столбиками по 2 воздушные петли. Провязали 12 ряд до конца, выполнили последний столбик с накидом, 2 воздушные петли. Здесь передо мной остается 1 столбик, как раз по рисунку, который мы пропускаем. И соединяемся в 3-ю воздушную петлю подъема просто соединительной петлей. И если у вас работа сейчас немножечко такая кривая получается, не переживайте. Вот смотрите, она у меня тоже вся кривая. Но мы вот так
ручками все это дело растягиваем. У нас все столбики становятся на свои места. И как видите, наша салфетка идеально ровная. Дорогие мои, мне очень нужна ваша поддержка в виде лайка, комментария и обязательно проверьте подписку на канал. Я стараюсь снимать все больше новых и интересных мастер-классов. А еще хочу напомнить, что у нас с вами в Instagram есть свой хэштег «Вяжу с Дуду», для того, чтобы вы могли показать мне фотографии работ, что у вас получаются по моим мастер-классам. Поставьте этому видео лайк, если оно вам понравилось, если нашли для себя порцию вдохновения, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А с вами был я, Эд. До скорого!